Когда забрезжил рассвет, Элис, опытный рыбак, вытащил свои сети и обнаружил, что смотрит на неожиданную извивающуюся массу среди дневного улова. Среди блестящей рыбы запуталось странное существо, не похожее ни на что он видел раньше за годы, проведенные в море. Со смесью благоговения и беспокойства он поспешил к берегу, подгоняемый слабыми движениями существа. Когда местные морские эксперты увидели, что он принес, их удивление было ощутимым. Но прежде чем мы начнем наш рассказ, нажмите кнопку «Мне нравится». Не забудьте подписаться и нажать на колокольчик уведомлений, чтобы не пропустить новые истории. «Что за?» — пробормотал он, направляя сеть на лодку. Его глаза расширились от шока, когда он понял, что в его сети есть что-то, чему там не место. «Бен, выйди на палубу, пожалуйста, как можно скорее», — сказал он по рации своему капитану. «В чем дело?» — скептически спросил капитан. «Ни одного ли из этих омаров ты опять боишься, а?» Элис не смог скрыть улыбки. «Это было всего один раз, и этот ублюдок укусил меня за палец», — защищался он. «Ладно, дайте мне секунду», — сказал капитан Бен, и Элис услышал, как он возится с рулем. Чуть позже он увидел, как Бен спускается по ступенькам в его направлении, но как только увидел сеть, замер как вкопанный. «Что это за хрень, Эл?» — спросил я. Спросил Бен. Элис пожал плечами. «Я хотел спросить тебя о том же, но я не хочу снимать сетку». Они вдвоем застыли на палубе, уставившись на сеть. Внезапно Элису показалось, что он заметил какое-то движение. «О нет, сказал он, качая головой. «Мне за это недостаточно платят». Бен хлопнул его по плечу. Ее. «Возьми себя в руки, парень. Давай вызовем полицию. Они знают, что делать», — сказал он, направляясь обратно в свою рубку. Элис не отрывал взгляда от сети и пытался понять, что за существо они поймали. Оно было покрыто водорослями и трепещущей рыбой, поэтому разглядеть его было трудно. Внезапно что-то щелкнуло, и Элис понял, что ждать полицию осталось недолго. «Бегите к берегу!» — крикнул он, взбегая по ступенькам и врываясь в рулевую рубку. Они были почти у пристани, и капитан Бен приказал Элису спуститься вниз, чтобы подготовиться к швартовке, но Элис был слишком напуган, чтобы приблизиться к сетке даже на несколько метров. «Не будь таким слабаком!» — рявкнул на него капитан Бен. Иногда он мог быть таким придурком. Глубоко вздохнув, Элис спустился по ступенькам, не отрывая взгляда от сетки. Он увидел вдалеке пристань для яхт и, как только оказался достаточно близко к причалу, прыгнул на нее, чтобы привязать веревку. Когда он бросился заканчивать работу, он заметил, что сеть привлекла внимание его приятелей-рыбаков, и они медленно собрались вокруг, чтобы посмотреть на нее. Капитан Бен вышел из рулевой рубки, размахивая руками. Здесь не на что смотреть, но от этого стало только хуже. Теперь еще больше людей заметили, что толпа собралась, и среди них послышались вздохи. «Что это?» — спросил Элис, пытаясь оттеснить некоторых людей от лодки, но это была неудачная идея. Любопытство перешло в возбуждение, когда люди начали толкаться, чтобы лучше видеть, и их ноги придвинулись ближе к краю причала. С палубы ржавого траулера неподалеку старый моряк с обветренным лицом привлек внимание толпы. «Вы когда-нибудь слышали о морских сиренах?» — крикнул он, и его голос перекрыл шум. Толпа немного притихла, привлеченная его рассказами о мифических существах, которые бродят под волнами, заманивая моряков на погибель. Рассказы старых моряков очаровали толпу, их лица были освещены смесью страха и восхищения в лучах раннего утреннего солнца. Среди шума голосов Элис и Бен обменялись напряженными взглядами. Они оба понимали, что ситуация быстро выходит из-под их контроля. Когда завыли сирены, катер береговой охраны прорезал воду и резко остановился у причала. Их прибытие заставило всех обернуться, толпа замолчала,
когда офицеры сошли на берег. Быстро и эффективно офицеры береговой охраны начали устанавливать периметр. Их твердые голоса перекрыли гул толпы. «Пожалуйста, отойдите в сторону для вашей же безопасности». Это действие привело к временному порядку, люди расступились, среди них поднялся ропот любопытства и беспокойства. Офицеры пробирались сквозь толпу, их присутствие успокаивало, но в то же время вселяло уверенность. «При вашем содействии мы решим проблему быстрее», объявила одна из сотрудниц, ее голос был четким и повелительным. Другой офицер раздавал небольшие листовки с информацией по технике безопасности, чтобы все чувствовали себя вовлеченными и информированными. Этот жест, казалось, успокоил толпу. Их тревожный шепот стал тише, когда они наблюдали за разворачивающейся сценой. Элис наблюдал за происходящим со стороны, испытывая смесь облегчения и тревоги, наблюдая за методичным подходом береговой охраны. Он вытер руки о куртку, стараясь казаться спокойным, и проследил за их движениями. Время от времени он обменивался взглядами с Беном, который тоже пытался чем-то занять себя, приводя в порядок какое-то оборудование на палубе. Когда офицеры приблизились к лодке, Элис собрался с духом, переводя взгляд с офицеров на сеть. Он переминался с ноги на ногу, рассеянно поправляя свернутую веревку, пытаясь подготовиться к тому, что может открыться. «Может быть, этот день еще можно изменить», — подумал он, глядя, как толпа подалась вперед, в соленом морском воздухе ощущалось напряжение. Когда представители властей приблизились к лодке, таинственная сеть снова начала извиваться, на этот раз более энергично. Элис отступил назад, не сводя глаз с движущейся массы. Офицеры замерли, положив руки на пояса и наблюдая за движением сетки со смесью осторожности и заинтригованности. Ропот толпы усилился, все вытягивали шеи, чтобы хоть мельком увидеть суматоху. Руки Элиса зависли над сеткой, пальцы так и чесались ее разрезать. Офицеры береговой охраны были чем-то заняты, а внимание толпы было приковано к оживленному разговору Бена. Схватившись за нож, Элис заколебался, разрываясь между любопытством и желанием действовать. Сетка сдвинулась, и к ней прижалась отчетливая фигура. «Вы это видели?» — кто-то прошептал. Толпа подалась вперед. На их лицах отразились страх и восхищение. Посыпались предположения. Бен захлопнул телефон и поднял руки, призывая к вниманию. «Эксперты уже в пути. Просто держитесь спокойно». Он встретился взглядом с Элисом, призывая к спокойствию. Толпа, хотя и была взволнована, немного успокоилась, пока они ждали. К ним подошли два морских биолога со снаряжением в руках, и толпа расступилась, пропуская их. Одетые в непромокаемые куртки, они кивнули Элису и Бену, прежде чем приступить к работе, осторожно снимая слои водорослей и рыбы. С каждым снятым слоем под ними появлялась таинственная фигура, вызывавшая перешептывание среди зрителей. Элис и Бен стояли неподалеку, их беспокойство было ощутимым. Они обменялись быстрыми, нервными взглядами, но в основном сосредоточились на разворачивающейся сцене. Биологи двигались четко, используя мягкие кисти и инструменты. Их сосредоточенность была очевидна, поскольку они работали в тишине. Толпа затаила дыхание, не сводя глаз с каждого движения биологов. Затем налетел сильный шторм, разогнавший зевак. Небо потемнело, и на пристани воцарился хаос, волны разбивались о причал. Элис призывал биологов поторопиться, перекрикивая вой ветра. Биологи кивнули и стали работать быстрее, но шторм усложнял их задачу, так как дождь и ветер били их в лицо. Толпа, хотя и поредела, придвинулась ближе. Зонтики склонились от непогоды, когда они напряглись, чтобы увидеть экзамен. Беспокойство Элиса усилилось, его сердце бешено забилось, когда сетка яростно захлопала на ветру, угрожая вот-вот порваться. Он крепко вцепился в перила, промокший и встревоженный.
Видимость резко ухудшилась по мере усиления шторма, что добавило таинственности происходящему. Посреди этого хаоса в сетке показался лоскут ткани, устрашающе развивающийся на ветру. Толпа зашепталась, гадая о его происхождении. Биологи громко обсуждали ткань. Кто-то спросил, может ли это быть чем-то намеренно спрятанным. Их слова вызвали еще большее любопытство у толпы, воображение которой разыгралось. Элис, промокший и дрожащий, почувствовал растущий страх. Наблюдая за развивающейся тканью, он не мог отделаться от ощущения, что эта находка может быть мрачной. Ткань колыхалась на ветру, что затрудняло ее идентификацию, но биологи не теряли бдительности, решив тщательно распутать ее. Среди зевак росло множество предположений. А что, если это сокровище? Кто-то закричал, вызвав новую волну догадок. Когда шторм наконец утих, на пристань прибыли журналисты. Фургоны с новостями и репортеры заполонили место происшествия, превратив это событие в зрелище. Тайна больше не была только для толпы, теперь она была на первых полосах газет. Элис и Бен быстро скоординировали действия с полицией, чтобы справиться с толпой и прессой. Были установлены временные ограждения, которые направляли пешеходное движение, чтобы территория оставалась свободной. Полиция строго обращалась как к прессе, так и к зрителям, обеспечивая биологам достаточно места для продолжения работы. Бен, видя дискомфорт Элиса, вмешался, крикнув журналистам, чтобы они отвалили. «Отвалите! Давайте работать!» Его повелительный голос застал репортеров врасплох, и на мгновение щелканье камер замедлилось. Журналисты неохотно отступили, переключив свое внимание на лодку и все еще закрытую сетку, держась на расстоянии и продолжая снимать. Не обращая внимания на средства массовой информации, биологи принялись за работу с удвоенной энергией. Они убрали последние обломки, их движения были точными, поскольку они готовились раскрыть давно скрываемую тайну. Как в толпе на пристани, так и у зрителей дома росло предвкушение. Каждое малейшее движение сопровождалось вздохами и перешептыванием. Наконец, биологи смогли разглядеть очень реалистичный манекен, одетый в выцветший костюм пирата. Смех, смешанный со вздохами облегчения и разочарования, прокатился по толпе. Некоторые хихикали, радуясь, что тайна раскрыта, хотя другие были слегка разочарованы. Элис почувствовал смесь смущения и облегчения. Морское чудовище было не более чем декорацией к фильму, но вызванное им неистовство заставило его смутиться. Он пожал плечами, глядя на биологов, признавая драматизм, который привел к такому обыденному выводу. Когда толпа успокоилась, биологи объяснили, что манекен, скорее всего, был частью заброшенной съемочной площадки. Это событие, хотя и вызвало разочарование, быстро превратилось в местную юмористическую легенду. Люди начали рассказывать о своих первоначальных реакциях, и каждый следующий рассказ был более преувеличенным, чем предыдущий. Помните тот день, когда мы думали, что поймали морское чудовище? Эта история стала кульминацией дня, и многие годы ее со смехом пересказывали. Когда тайна была раскрыта, толпа постепенно разошлась, и на пристани стало тише, чем было все утро. Элис и Бен прислонились к борту яхты, вспоминая этот сюрреалистический день. Вы можете поверить, что это был всего лишь манекен. Бен усмехнулся, а Элис улыбнулся с облегчением, но в то же время весело. Пристань постепенно возвращалась к своему обычному ритму. Лодки мягко покачивались, а чайки кружили над водой. Рыбаки готовились к следующим вылазкам. Утреннее волнение стало еще одной историей из жизни пристани. Элис решил сохранить манекен, превратив его в новый талисман яхты. «Пожалуй, я назову его капитаном Джеком», — подумал он, закрепляя манекен на носу. Манекен, одетый в пиратский наряд, теперь гордо взирал на воду,
необычное дополнение к команде. Начали распространяться истории о морском чудовище, к всеобщему удивлению. А в местной закусочной рыбаки разыграли первоначальный шок Элиса, театрально прикрывая рты руками. Зал наполнился смехом, поскольку каждый рассказ придавал истории еще больше остроты.